Всем привет! В этом видео мы с вами будем вязать вот такие вот пинетки. Они теплые, связаны они из акриловых ниточек. И такие пинетки подойдут как девочкам, так и мальчикам. Девочкам можно связать пинетки, заменив голубой цвет на желтый или розовый. Для вязания нам понадобится пряжа белого и голубого цвета. Крючок я использую на 3,5 мм. Пряжа у нас Янат Baby и Alize Шакирим. Под видео я сделаю ссылку на метраж каждой пряжи. Почему мы вяжем из акрила, а не из шерсти? У многих маленьких деток возникает аллергия на шерсть, поэтому наши теплые пинеточки мы будем вязать именно из акриловых ниточек. Итак, давайте начнем вязать. Вязать мы начнем с подошвы. Длина нашей подошвы 10,5 сантиметра. Вот, посмотрите. Но при этом данные пинеточки очень хорошо тянутся и подойдут как на малыша с меньшей ножкой, так и на малыша, у которого ножка побольше. Ну, давайте начнем вязать. Мы берем голубые ниточки, делаем первую рабочую петельку. Подошву мы вяжем столбиками с одним накидом. Посмотрите. Можно вязать подошву столбиками без накида, подошва получится немножко плотнее, но сейчас моя задача показать вам, как связать простые пинетки. Итак, делаем 11 воздушных петель на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь отсчитываем от крючка 5 воздушных петель. Вот с самой первой петельки отсчитываем 1, 2, 3, 4, 4, и в пятую петельку мы заводим крючок и вяжем столбик с одним накидом. Вот. Далее делаем снова накид и вяжем столбик с одним накидом. Итак, мы вяжем всю цепочку из воздушных петелек столбиками с одним накидом до конца. Посмотрите, вот мы довязали до конца, и сейчас в первой и последней петельке нам нужно связать 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы уже связали, остается еще 5. Напоминаю, что в первом и последнем столбике, в последней петельке мы вяжем по 6 столбиков с одним накидом. Продолжаем вязать. Вот что получилось. И теперь в следующей петельке мы вяжем просто по одному столбику с одним накидом в каждую петельку. Кончик, который у нас остался, мы кладем поверх нашего ряда и его вместе обвязываем, чтобы потом уже не заправлять. Это очень удобно. Итак, столбики с одним накидом в каждую петельку. Итак, вяжем до последней петельки. Вот, мы пришли в последнюю петельку, и как вы видите, у нас в этой петельке связаны уже 2 столбика с накидом. Осталось связать еще 4 столбика с накидом
И первый ряд у нашей подошвы довязан. Соединяем петельки вместе. Все. Вот что у нас должно получиться. И теперь вяжем новый ряд. Посмотрите, в крайней петельке, как я уже сказала, у нас 6 столбиков с накидом. В этом ряду, в каждый из этих 6 столбиков, мы будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Вот у нас сейчас мы вяжем в одном из этих столбиков, поэтому мы делаем 3 воздушные петли и сюда же вяжем в эту же петельку столбик с одним накидом, потому что это у нас один из 6 столбиков. А дальше все столбики вяжем по одному столбику с одним накидом в каждую петельку. И так вяжем до следующего края. Вяжем за обе стенки, видите? Так вяжем до следующего края, до следующих наших 6 столбиков с накидом. Вот у нас первый столбик из 6, видите? И мы начинаем вязать по 2 столбика с одним накидом в каждую петельку. 2 столбика, накид, первый столбик, второй столбик в эту же петельку, далее снова первый столбик в петельку, второй столбик в петельку. И так продолжаем вязать и провязываем все 6 наших столбиков с одним накидом. Вот, мы довязали. Так, у нас остается еще один столбик с одним накидом. Мы его тоже довязываем. И теперь вяжем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. И так вяжем до следующего края. Вот наши 6 столбиков. Начинаем вязать по 2 столбика в каждую петельку. Как вы видите, ряд достаточно простой. Это один из самых простых способов вязания подошвы. Довязываем наш ряд. Вот что получается. Вот что получилось у нас до этого. И приступаем к вязанию нового ряда. Для этого нам понадобятся вот такие вот маркеры или маячки, которые можно купить в любом магазине для рукоделия. Теперь отмечаем петельки. Первые, где у нас двойные столбики, видите, 2 столбика в одной петельке. Вот эту вот петельку, самую крайнюю, мы помечаем нашим маячком. А теперь находим последнюю петельку, где у нас тоже 2 столбика в одной петельке, и помечаем эту петельку. Вы можете использовать маячки, как у меня, а можно заменить просто ниточками другого цвета. То же самое делаем с другой стороны, помечаем первые и последние двойные столбики. Вот что получилось. Теперь нам нужно найти середину нашей подошвы. Делается это очень просто. Мы складываем подошву пополам и находим петельки, которые у нас посередине. И отмечаем их
тоже маячками, но другого цвета. Вот, тут тоже нашли петельку и помечаем ее. Ну все, что нужно мы теперь отметили, можем приступать к нашей подошве. Этот ряд мы будем вязать также по периметру, но половина подошвы мы свяжем столбиком без накида, посмотрите, а половину столбиком с накидом. И поэтому у нас подошва получается вот такая вот красивой формы. Половина подошвы столбиком с накидом, половина столбиком без накида. Делать прибавление в этом ряду мы будем через одну петлю. То есть в одной петельке мы вяжем 2 столбика, а в следующей петельке 1 столбик. 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом. 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом. И то же самое, только столбики без накида. Итак, начинаем вязать. Вяжем в наш маячок столбик, 2 столбика без накида в крайний наш маячок. И теперь до следующего маячка, до зелененького, мы вяжем столбики без накида за обе стенки до следующего нашего маячка. В зелененький маячок мы начинаем вязать столбики с одним накидом. С зелененького маячка до оранжевого мы вяжем в каждую петельку столбики с одним накидом. С оранжевого маячка мы начинаем вязать прибавление. 2 столбика с одним накидом в одну петельку и чередуем с одним столбиком с накидом. Снова 2 столбика с накидом, чередуем с одним столбиком с накидом. И такое чередование мы ведем до следующего нашего маячка. 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом. Вяжем так до следующего маячка. Так, довязываем. Два столбика с накидом, 1 столбик с накидом. Теперь до зеленого маячка мы просто вяжем по одному столбику с одним накидом в каждую петельку. По одному столбику. В зеленом маячке, в этой петельке, мы также вяжем столбик с одним накидом. А теперь от этого маячка до следующего мы вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида, также за обе стенки. Вот мы дошли до следующего маячка, и теперь тут тоже делаем чередование. 2 столбика без накида в одну петельку, 2 столбика, 1 столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петельку и 1 столбик без накида в эту петельку. Те же самые чередования, что мы и делали, когда вязали столбики с одним накидом. 2 столбика чередуем с одним столбиком. И так делаем до нашего маячка. 2 столбика с накидом чередуем с одним столбиком с накидом. И соединяем. Вот такая вот подошва у нас получается.
Дальше мы будем вязать рант. Что же такое рант? Рант – это вот такой один ряд, состоящий из столбиков без накида, который мы будем вязать по периметру нашей подошвы. Видите, подошва с этой каймой получается как ботиночек. Сразу наши пинетки приобретают форму ботиночка. Мы вяжем по периметру, также продолжаем вязать только за переднюю стенку. Делаем одну воздушную петлю подъема и заводим крючок за переднюю стенку. Видите, у нашей петельки две стенки. Вот за переднюю стенку мы вяжем, продолжаем вязать столбики без накида по всему периметру. В этом ряду мы уже не делаем никаких прибавлений, просто вяжем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Поскольку прибавлений не будет, этот наш ряд естественным образом будет отгибаться и уже красиво смотреться. Итак, вяжем по одному столбику с одним накидом. Видите, он у нас сам по себе отгибается. Мы вяжем за переднюю стенку, задняя стенка у нас остается. Дальше она нам еще пригодится. Довязываем ряд до конца. Вот мы довязали наш край. Я сделала 2 воздушные петельки. Остается мне ножницами отрезать ниточку и затянуть узелок. Вот такая подошва у нас получается. Маячки потом можно будет убрать. Сейчас замерим нашу подошву. И она у нас должна быть 10,5 сантиметра. Посмотрите. Ровно 10,5 сантиметра. Это значит, что мы связали правильно все, и плотность вязания у нас такая же, как и у предыдущей пинеточки. Ну, на этом все. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. В следующем видео мы продолжим вязать нашу пинетку. Увидимся с вами в новом видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!